для того, чтобы заходил воздух, не попадала пыль, обычно ставится фильтр. Вот, сейчас этот фильтр вымазывается маслом, забивается или ветром его сдувает. Вот, он, в общем, портится, его нужно менять. Но, естественно, в магазинах фильтров никаких нету. Ну, я вот в данный момент использую такие вот губки, вырезаю отверстия по диаметру, делаю. Ну, вот я померил, это вот так вот. Сейчас отрежу ножницами фильтр. И значит, губку нужно тоже порезать по толщине, ну, вот приблизительно вот так вот. То есть должен быть вот такой вот тонкий слой фильтра у нас. Оп, так вот он режется. Сейчас посмотрим по размерам, вроде подходит. Вот эта штука достается с конструкции это. Ну, вот, в принципе, подходит. Сейчас надо порезать его по окружности и нацепить. Здесь вот есть специально такой болтик, гаечка, на нее закрутим. Так, сейчас мы порежем. Сделаем круг такой с фильтра. Аккуратненько. Ну вот что у нас получилось. Еще можно немного подрезать, срезать углы. Фильтр должен быть не толстый, не тонкий, а такой легкий. Иногда зимой просто, вот если этого фильтра нету, это просто целая проблема завести скутер, потому что поступает холодный воздух в нашу систему, в клапана, и скутер не может завестись. А вот когда этот фильтр есть, он задерживает холодный воздух. Вот, я уже что-то сделал, что-то вроде окружности. Он уже как бы подходит по диаметру. Крутим эту гаечку, этот шуруп промазать. Можно проваливаться. Вот я вытянул гаечку и болтик маленький. И будем одевать фильтр. Вот он плотно зашел. Его уплотняем. А теперь с этой стороны одеваем болтик. Делаем такое отверстие. И закручиваем гаечку посредине. Процедура, в принципе, несложная. Ну вот,
Что у нас получилось? Фильтр такой у нас продуваемый, легкий. Ну, это хорошо. Вставляем фильтр в основную трубку, запихиваем, и можно уже устанавливать сам воздухан.